Всем доброе утро из прекрасной, но немного сегодня даже ветреной Одессы. Когда начала снимать для вас видео, обратила, что люди из аптеки выходят в масках. Все-таки правда, что коронавирус все чаще и чаще можно диагностировать, поэтому не самая это приятная новость. Видите, это все не на словах. Люди уже начинают беспокоиться о своем здоровье. Сейчас прохожу важное место не только для Одессы, но для всей Украины. Вижу, оно тоже пострадало от обстрелов. Немного повылетали некоторые окна. Это Одесская национальная научная библиотека. И это не просто библиотека. Это первая и самая старая публичная библиотека Украины. Какая она красивая. Она основана еще в 1829 году. И в ней более чем 5 миллионов документов, более чем на 100 языках мира. Вот такая богатая библиотека. Не могу смотреть на эту фанеру. Очень жаль, что все разрушается. Так, а она внутри. Вижу, стоит стул. Значит, проход закрыт, не знаю. Смотрите, какие двери. Класс. Это нужно иметь счастье, чтобы приехать сюда именно 28 августа, когда в бібліотеці санітарний день і бібліотека користувачів не обслуговує. Интересно было вам ее показать, но пойдем туда в следующий раз. Ну, посмотрите, как все красиво сделано. А какие колонны. Сколько в Одессе всего интересного есть. И вот что самое главное, что здесь есть кнопочка выклику персоналу, чтобы могли подняться людям с ограниченными возможностями. Это важно. Здесь возле библиотеки еще сделали такую классную скульптуру. Посмотрите, книги идут вверх, 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 высоко, высоко, высоко. Это памятник книголюбу. И работа это одесского скульптора. 168-я маршрутка. Первый раз вижу такой длиннющий автобус 168-й маршрутки. Вижу, в городе есть изменения. Сейчас с вами проходим еще одно интересное место. И это украинский театр. Одесский академический украинский театр. Один из ведущих театров Юга. Он был на реконструкции, и потом его открыли. Кстати, он работает еще с 1903 года. Красиво. Я была когда-то посещала украинский театр. Это было еще до войны, во время войны. Я сейчас пока не хожу в театры, в кино и так далее. Так, вижу в украинском театре неаполитанские пристрасти. Так, ага, это афиша уже мускомедий. В джазе только девушки, я, кстати, ходила, очень понравилось, но это было давно, за двумя зайцами. Это то, что я знаю. Интересно было. Еще когда-то ходила на Ви Гоголя, мне очень-очень понравилось, хоть периодически было даже страшно. Так, одесситы потихоньку все начинают ехать на работу. Вот, какой красивый у нас театр. Боже, Одесса потрясающий город, особенно старый центр. Хочется, чтобы со временем все больше и больше всего реставрировали, потому что очень много красивых зданий, которые действительно нуждаются в ремонте. Видео, скорее всего, выйдет завтра, но только что прочла, что сегодня день сала. Сало относится к нашей национальной еде. Я тоже люблю вкусно посоленное. Правда. Сало. Поэтому, если сегодня такой праздник, то нужно будет где-то его поесть.
Сегодня так пусто, я вам хочу сказать. Вроде бы еще там как-то машины ездили, а потом в один момент все куда-то делись. Посмотрите, как пусто и как тихо. Ни автомобилей, ни людей практически нету. Есть такое украинское слово «аж моторошно». Куда делись люди? Сейчас многие туристы потихоньку начинают уже уезжать по домам, по своим городам. И в Одессе, конечно, людей становится меньше. Мне вообще кажется, кто-то с утра с музыкой на всю улицу. Мне вообще кажется, что одесситов уехало действительно очень много. И даже не только кажется, а можно провести такую статистику по своим знакомым. Но многие переехали в Одессу из других регионов, из других городов Украины, где военные действия посерьезнее, чем у нас. Много переселенцев с Херсонской области, с Запорожья, с Николаева. И все люди эти выбрали своим временным или постоянным домом сейчас Одессу. Уже иду, и некоторые дома тоже пострадали от обстрела. Все забито фанерой в центре. В Одессе, где ты не идешь, всегда обязательно встретишь дом, который пострадал и который пришлось обшить вот такими фонарными листами. Вот у людей на окнах пленка даже есть до сих пор. Ой, печальное зрелище. Очень жаль, что страдают люди, страдают их дома. Раньше это было меньше, и когда гулял, редко когда встречал, чтобы были поврежденные здания. А за последний год идешь, и просто везде что-то пострадало. Как раз подошли с вами к горсаду. И в горсаду с утра можно выпить кофеечек, чай, даже облепиховый есть по 60 гривен. Все есть, можно присесть за столиком и насладиться утром. Сегодня оно, вот честно, просто шикарное. Ой, посмотрите, потерялась домашняя кошка. Даже дают 10 тысяч гривен вознаграждения тому, кто найдет кошку. Видимо, ее хозяева очень сильно любят. Так что, если увидите такого котика, звоните по этому номеру. Что значит будний день, утро? Вот вам горсад. Тихо, приятно, никого нету. Сейчас покажу вам, как выглядит Дерибасовская утром в будний день. Вон, на каждом дереве ищут кошку. Висят объявления, вернее. Заведение только собирается открываться. Ну что, сейчас около 10 утра. Жизнь только начинается с утра. Раньше в Одессе все были ночными тусовщиками, потому что летом в Одессе после 10 вечера все только выезжали, выходили по заведениям. Вот. А с началом войны до 12 всем нужно было быть дома, поэтому все сместилось на другое время суток. Во. Экскурсия поехала, и машинка вроде бы как полная. Люди еще есть. Сейчас все везде поливают. Видно по блеску на травке капельки полива. Смотрите, какая вся зеленая, несмотря на засуху. Горсад просто похож на рай. Никого. Только один столик занят, кто-то завтракает, и все. Я даже не знаю, насколько интересная экскурсия, хотя несколько раз в Одессе я брала себе тоже экскурсии. У нас был замечательный музей контрабанды, но я так поняла, что он закрыт. Он был на Екатерининской, сейчас его там нету. И, к сожалению, из-за войны нельзя туда поехать, но была экскурсия на Воронцовский маяк. Поверьте, это было очень интересно.
В Одессе сегодня утро доброе, у нас были только тревоги, но когда смотришь новости, то просто становится страшно. Сегодня очень сильно пострадал Киев. Я в каком-то моменте даже перестала смотреть эти ужасные видео, потому что и так настроение из-за войны часто плохое. Так еще когда видишь эти кадры, это просто ужасно. И, к сожалению, это все не заканчивается. Мои соболезнования родным и близким погибших, скорейшего выздоровления пострадавшим. Очень хочется верить, что такое больше не повторится. Но, как видите, все повторяется и повторяется. Будем надеяться, что сегодня будет тихий день во всей Украине. Желаю всем хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео из Одессы.